сделаем печеночный торт. Я его готовлю заранее, так как готовому блюду нужно время, чтобы он хорошо пропитался, стал мягким и сочным. Понадобится печень куриная, либо говяжья, яйца, молоко, мука, соль, перец. Для начинки чеснок, майонез, морковь, репчатый лук, растительное масло. Печень хорошо промыть, очистить от пленок и остатков желчного пузыря. Перебиваем блендером до однородности. Можно пропустить через мелкую решетку мясорубки. Добавляем растительное масло. Так блины получатся более нежными и не будут прилипать к сковороде. Добавляем молоко, яйцо, солим, перчим по вкусу. Хорошо перемешиваем. Постепенно вводим просеянную муку. Перемешиваем, чтобы не было комочков теста. Даем настояться 10 минут. Если у вас тесто в итоге получилось слишком густым, добавьте молоко. Оно должно растекаться по сковороде. Сковороду смазываем растительным маслом только для первого блина. Остальные мы будем жарить без масла. Выливаем тесто и распределяем его по сковороде. Как только блинчик схватился и начнет отходить по краям, лопаткой аккуратно проводим под блином. Переворачиваем на другую сторону. В итоге у меня получилось 7 блинчиков. Откладываем их в сторону и займемся начинкой. Лук шинкуем небольшим кубиком. Морковь чистим, моем и измельчаем на крупную терку. В сковороду наливаем 2-3 столовые ложки растительного масла. Пассируем лук на среднем огне до прозрачности. Добавляем морковь. Обжариваем овощи, периодически помешивая. Когда морковь чуть уменьшится в объеме и станет мягкой, убираем с огня. К майонезу добавляем измельченный чеснок. Хорошенько перемешиваем. У меня на канале есть рецепт, как сделать майонез за 5 минут из простых ингредиентов. Ссылка в описании под видео. Формирую закуску. Выкладываем один блин, распределяем по нему 1 столовую ложку майонеза. Теперь раскладываем начинку из моркови и лука. Сверху накрываем еще одним блином. Так складываем весь торт. У меня осталось мало теста для последнего блина, поэтому я его сформировала в виде полумесяца. Аккуратно обрезала его, чтобы край был ровным. Выкладываю на закуску. Этот блинчик мне служит линейкой. Разрезаю торт пополам и выкладываю одну половину на другую. Я хочу подать торт в виде апельсиновой дольки. Нарезать его порционно. Вы можете оставить торт круглым. Только в таком случае используйте в 2 раза больше продуктов. Отправляю в холодильник на ночь для пропитки. По истечении времени достаю закуску. Обмазываю майонезом, верх посыпаю измельченным желтком. Мне понадобилось 3 штучки. Бока натертым сыром. Разрезаю торт на порционные кусочки. Выкладываю на тарелку и украшаю ягодами калины и зеленым луком. Если у вас есть идеи, как можно украсить такой тортик, пишите в комментариях. Закуска получилась очень мягкой, сочной и слегка сладковатой за счет наличия морковки в ней. Фаршированные блинчики в виде мешочков с аппетитной начинкой порадуют не только в будние дни, но и украсят стол на Масленицу. Начинки в таком блюде можно менять по своему вкусу. Блины можно делать соленые или сладкие. Список всех ингредиентов вы найдете в описании под видео. Первым делом приготовим блины. Рецепт очень простой. Нам понадобится молоко, яйца, растительное масло и мука. Все ингредиенты смешиваем в одной миске и даем постоять готовому тесту полчаса. Хорошо разогреваем сковороду для выпечки блинов. Смазываем ее маслом только для первого блина. Половником набираем блинное тесто и распределяем его по поверхности сковороды. Жарим тонкие блинчики до румяности с 2 сторон. Готовые блины складываем стопкой. Блинчики готовы, теперь перейдем к закускам. Первым делом приготовим рис. Хорошенько промываем его под проточной водой. Заливаем водой и ставим на средний огонь.
Как только закипит, убавляем огонь и накрываем крышкой. Варим, пока рис не впитает всю воду. Убираем с огня и даем остыть. Куриное мясо отвариваем в подсоленной воде до готовности. Остужаем и мелко рубим. Мелко режем лук. Морковь для этого блюда я люблю измельчать на мелкую терку. Сначала пассируем лук в небольшом количестве растительного масла, затем добавляем морковь. Перемешиваем и тушим все вместе 2-3 минуты на среднем огне. Добавляем к курице вареный рис и пассерованные овощи. Перемешиваем. Добавляем майонез, зелень, солим, перчим по вкусу. Тщательно перемешиваем. Пробуем на вкус. Если надо, добавьте специй. Приготовленную начинку выкладываем в центр блинчика и завязываем в форме мешка. С помощью зеленого лука у меня не было, я использовала стебли от петрушки. Также можно использовать для этого сыр-косичку. Обрезаю верхушки, так закуска смотрится аккуратнее. Праздничные мешочки с подарками к Новому году готовы. Очень вкусно, сытно и оригинально. Фаршированные яйца печенью. Это рецепт из моего детства. Мне кажется, не было такого праздничного стола, на котором бы не стояла такая простая и сытная закуска. Список ингредиентов вы найдете в описании под видео. В всех закусках нам необходимо отварить яйца. Заливаем их холодной водой. С момента закипания варим 10 минут. Заливаем холодной водой. Чтобы яйца лучше чистились и были гладкими, аккуратно раскалите скорлупу яйца и снова поместите в воду. Отправьте в холодильник на ночь. Затем сливаем воду и аккуратно чистим. Вот теперь можно переходить к закускам. Печень можно использовать куриную, утиную или гусиную. Печень вымыть холодной проточной водой. Удалить прожилки. Варим в подсоленной воде минут 10 после закипания. Вареную печень вынуть из воды и дать остыть. Яйца разрезаем пополам. Желток отправляем к печени. Солим, перчим по вкусу. Добавляем чеснок, майонез, мягкое сливочное масло. Пробиваем блендером до однородной массы. Получившийся яично-печеночный паштет не должен быть очень сухим. Его консистенцию можно регулировать майонезом либо сливочным маслом. Заполняем половинки белков. Чтобы закуска красиво выглядела, можно использовать кондитерский мешок с насадкой. Обязательно попробуйте, думаю, что рецепт вам понравится. Рулет с крабовыми палочками из лаваша – это один из самых простых вариантов приготовления закуски. Он не только эффектно выглядит, но еще очень вкусный. Для приготовления нам понадобится лаваш, плавленые сырки, майонез, крабовые палочки, яйца, огурец и чеснок. Обычно такие рулеты промазывают майонезом. В этом рецепте для начинки я использую плавленые сырки. Натираем их на мелкую терку. Добавляем столовую ложку майонеза, чеснок, перемешиваем. Распаковываем крабовые палочки, их можно нарезать, но я обычно использую мелкую терку. Яйца отвариваю около 8 минут. Затем чищу и натираю на терке. Чистим огурец с помощью овощерезки. Слайсами нарезаем ту часть, где нету семян. Серединку лучше нарезать в салат. Если попробовать нарезать, то слайсы получаются рваные, а нам нужны целые и красивые. Разверните лист лаваша и равномерно смажьте заготовкой из плавленного сырка и майонеза. На край лаваша выкладываем полоски из огурцов. Чуть подрезаем край, чтобы он был ровным и было легче заворачивать рулет. Затем полоска из яиц. Немножко утрамбуйте их. Крабовые палочки.
Сверните лаваш плотным рулетом, начиная от края с огурцами. Заворачиваем в пищевую пленку и убираем в холодильник минут на 20-30. По истечении времени убираем пленку. Нарезаем рулет на порционные кусочки. Вот так выглядит разрез. Выкладываем на блюдо и подаем к столу. Закуску из лаваша можно приготовить с любой начинкой. Красной рыбой, консервами, яйцами, сыром, свежей зеленью, овощами. Я показала простой, быстрый вариант подачи с крабовыми палочками. Такой рулет получается очень вкусный, сочный и сытный. Сегодня мы приготовим очень быструю, простую и вкусную закуску из корейской морковки и капусты. Главными ингредиентами являются капуста и морковь. Для морковки по-корейски первым делом натираем морковь на специальной терке. Обжариваем зерна кориандра до золотистого цвета. Остужаем и измельчаем с помощью кофемолки или любого подручного средства. У меня ступа для специй. В морковь добавляем специи. Сахар 2 столовые ложки, 1 чайную ложку соли, семена кориандра 2 чайные ложки, горький перец 1 чайная ложка, паприка 1-2 чайные ложки. Измельчаем чеснок с помощью чесночницы или ножа 2-3 зубчика. Лук режем кольцами и обжариваем до золотистого цвета в масле. После того, как лук подрумянился, убираем. Добавляем семена кунжута. Обжариваем. Горячее кипящее масло добавляем к корейской морковке и приправам. Все тщательно перемешиваем. Дадим настояться около часа. В идеале 12 часов. Качан капусты тщательно моем, очищаем от верхних листьев. Отрезаем треть. Плодоножку убираем. В кастрюлю наливаем воду, доводим до кипения и ошпариваем листья капусты. Для этого качан опускаем в воду и по мере заваривания отрываем мягкие листья капусты. Ошпаренные листья выкладываем на рабочий стол. Срезаем с каждого листа грубые прожилки и разрезаем на несколько частей в зависимости от размера. Очень важно, чтобы каждый треугольничек был небольшого размера. Если капустный лист будет большим, тогда получится, что в вашем рулетике мало начинки и много капусты. На каждый капустный лист выкладываем морковь и заворачиваем трубочкой. Полученные голубцы плотно складываем в миску. Приготовим маринад. В воду добавляем соль, сахар, добавляем по желанию в маринад лавровый лист и перец горошком. Ставим на огонь. Когда закипит, добавляем растительное масло. Доводим вновь до кипения и вливаем уксус. Горячим маринадом заливаем голубцы и оставляем при комнатной температуре до полного остывания. Накрываем голубцы тяжелой тарелкой и ставим в холодильник на одни сутки. Спустя день голубцы можно подавать к столу. Хранить такие голубцы можно до 10 дней в холодильнике, предварительно залив их маринадом, в котором они готовились.
Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. Всем приятного аппетита!